Добрый день. Сегодня пойдет речь о таких понятиях, как осознанность, пробуждение и просветление. В информационном поле, в разных чатах, разных группах, в интернете, да и среди наших знакомых и друзей, когда мы общаемся, стали замечать, что все эти термины как бы используются достаточно свободно, и мало кто четко понимает и четко чувствует, что содержится за каждым из этих понятий. Сегодня попробую внести ясность и начнем с первого, самого простого понятия – это осознанность. Итак, осознанность. Осознанность – это термин, который пришел к нам из психологии, какой-то психолог в свое время его ввел, и осознанность как понятие предполагает очень простое действие, очень простой навык. Это способность самонаблюдения. И все. Способность самонаблюдения, то есть способность наблюдения своих мыслей, способность наблюдения своих реакций, способность наблюдения своих эмоций, своих действий, своих чувств и состояний. Когда вы способны наблюдать самого себя, значит, вы обладаете этим инструментом, обладаете этим навыком, обладаете осознанностью. Здесь можно разделять степени осознанности человека. Например, самая первая степень осознанности, которая есть, наверное, у каждого человека, это способность отслеживать свои действия, что я делаю в данный момент, кто это делает, я, чем я занимаюсь. Если вы способны замечать это, отдавать себе отчет, что я делаю, я сейчас пребываю в этом моменте и занимаюсь именно этим, и не убегаете в своих внутренних процессах размышления о чем-то будущем или прошлом, значит, вы осознаете то, что вы делаете прямо сейчас. Это и есть осознанность. Степень осознанности, степень осознания своих действий, степень осознания своих мыслей. Это когда вы можете осознавать, что я думаю сейчас. Вы наблюдаете свой внутренний мыслительный процесс. Вы видите логику своих размышлений, вы видите образы, вы видите те логические цепочки, которые выстраивает ваше сознание для вас. И вы являетесь тем, кто наблюдает эти процессы. Не тем, кто полностью в них вовлечен и полностью отдается этим размышлениям. Как когда бывает, например, вы спорите с несуществующим собеседником в своей голове, со своими, родными или близкими, или какими-то людьми из своего дня. Вы полностью отдаетесь этому процессу и полностью в него вовлечены. Но если вы сдвигаете свое внимание и становитесь наблюдателем этого процесса, когда вы наблюдаете за этим спором, вы сдвигаетесь в точку осознанности, вы осознаете происходящее. Вы тот, кто наблюдает. Аналогичным образом можно сказать про ваши эмоции. Когда вы эмоционально реагируете на что-то, вы не пребываете в осознанном состоянии, если полностью захвачены этой эмоцией, если вы отдаетесь в эмоциональном порыве всем тем ярким состояниям, которые поднимаются из вашей глубины, и вы, вовлеченные в этот поток, в том числе и гормональный, вы движетесь подвластны этой эмоции полностью. Это не является состоянием осознанности. Осознанный человек отдает себе отчет в том, что он находится в эмоции, даже если он полностью ей захвачен. Осознанный человек осознает, что он в гневе, осознает, что он в страхе, осознает, что то, что им руководит им. Он осознает, что эмоция руководит им. Отслеживание своих реакций. Вы можете наблюдать свои реакции. Вы видите, что вы реагируете определенным образом. Здесь, когда мы говорим про осознанность, еще нет разговора о том, почему я так реагирую. Вы просто наблюдаете за тем, что эта реакция происходит. Что происходит какое-то, например, событие, или какое-то состояние, или какое-то что угодно. И вы определенным образом реагируете, вы определенным образом действуете, вы определенным образом думаете, вы определенным образом поступаете, определенным образом себя чувствуете. Если вы замечаете это, значит, это и есть осознанность. Если вы полностью захвачены своим состоянием и полностью действуете из него, значит, осознанности там нет. Так вот, осознанность – это возможность наблюдать самого себя. Наблюдать самого себя на всех планах. На плане ментальном, на плане чувств, на плане состояний, на плане эмоций, на плане реакций, на плане
физической реальности, на плане своих действий. Ну и, конечно, телесная осознанность, когда вы отдаете себе отчет, что происходит с телом, что внутри вашего тела происходит в данный момент, как тело себя чувствует, какие у него потребности, если вы это замечаете. Осознанность как термин ближе всего, наверное, к термину внимательность, когда вы своим вниманием замечаете вещи. Когда мы говорим про осознанность, здесь нет поиска причин, почему вы так или иначе реагируете, почему вы так или иначе чувствуете, почему у вас та или иная мысль или реакция происходит, или то или иное чувство. Здесь еще нет того, что называется саморефлексией. Саморефлексия как понятие определяет вот этот механизм, который человек, обладающий осознанностью, запускает, когда пытается найти причины своих состояний, своих чувств, своих мыслей, реакций и всего остального. А саморефлексия – это другой термин. Если вы считаете себя осознанным человеком и узнали себя в моих рассуждениях на эту тему, предлагаю вам обратить внимание на то, что термин осознанности не предполагает оценочности. Оценочность – это другой механизм. И в своем внутреннем процессе вы можете обратить внимание, что в зависимости от того, какое отношение вызывает у вас та или иная реакция, то или иное внутреннее состояние или то или иное чувство, эмоция, мысль, меняется ваше восприятие самого себя, меняется ваша реальность, меняется ваше состояние в целом. Если вы в своем процессе будете пробовать уходить от оценки в своем самонаблюдении, вы заметите, что эта практика поможет вам смотреть на то, что с вами происходит, намного чище. Ну и, пожалуй, про осознанность достаточно. Будем переходить к следующему понятию, к понятию пробуждения. Любой осознанный человек, который занимается самонаблюдением, в какой-то момент начинает осознавать, начинает понимать и замечать, что он – это тот, кто наблюдает. Это тот, кто наблюдает все, что с ним происходит. Человек потихоньку начинает осознавать, что его тело, его внешняя жизнь, его ментальные инструменты, его ум, разум, его подсознание – это его инструменты, это не он сам. Он тот, кто наблюдает за тем, что происходит в каждой из этих зон. И в какой-то момент человек потихонечку начинает осознавать, что причиной всех его внешних событий, причиной его физического состояния, причиной его состояния его ментального плана являются его чувства. Человек постепенно доходит до состояния, когда он может отслеживать свои чувства. Он может отслеживать, видеть, чувствовать и осознавать, что он чувствует. Когда человек доходит до этой точки, человек внутренне, скажем так, готов к пробуждению, к тому, что называется пробуждение. Для того, чтобы выяснить, что в коллективном поле, в коллективном пространстве считают понятием пробуждения, что это такое, есть ли какое-то определение у этого слова, я перерыл интернет, просмотрел много страниц Гугла по разным запросам и в итоге сделал небольшой соцопрос на иностранных ресурсах с просьбой к людям, которые считают себя пробужденными, написать, что они вкладывают в это понятие, как они достигли этого состояния и чем оно характеризуется, что это для них. Оказалось, результатом моих изысканий стало то, что конкретного понимания того, что это за термин, что он обозначает, в общем-то, в поле нет. Кто-то считает, что пробужденный человек – это тот, кто каким-то образом пришел к осознанию, догадался о том, что мир, вот этот мир, устроен как-то не так, как нас учили в школе, не так, как написано в учебниках по физике, биологии, химии, математике, что он имеет под собой какую-то другую основу, и что если человек до этого как-то внутренне дошел, то он уже может считаться пробужденным. Другая точка зрения – это то, что
пробужденный человек – это тот, кто обладает какими-то паранормальными, скажем так, способностями. У кого есть какие-то зачатки видения, чувствования, какие-то ченнелинговые каналы, какие-то возможности связи с чем-то необъяснимым здесь, и как бы доверие этому, проведение это сюда, как вот одной из сторон нашей жизни. И в целом могу сказать, что процесс пробуждения как-то в коллективном поле предполагается таким как бы неведомым, неконтролируемым и никак не регулируемым, что пробуждение как-то происходит, чем этот процесс запускается, неизвестно, и что некоторые люди это пробуждение каким-то образом обретают, а другие люди нет. Неизвестна ни причина, ни, собственно, методика пробуждения. Что для меня оказалось открытием, потому что пробуждение вполне себе конкретное состояние. И по ответам тех людей, которые считают себя пробужденными, я смог сделать некий общий срез того, что это за состояние, в котором эти люди пребывают. А состояние очень простое. Это состояние, когда человек чувствует связь со своими высшими аспектами, и более ничего. Это состояние, когда человек сам в себе осознает связь со своими высшими аспектами. Эта связь у него просто есть. Он чувствует, что его высшие аспекты есть. Все называют это по-разному. Кто-то говорит, что я открыл Бога в себе, кто-то говорит, что я соединился со своим высшим Я, кто-то говорит, что я соединился со своими духовными учителями, со своей душой, с духом, с абсолютом, с чем угодно. Но смысл во всей этой истории один. Есть связь. Человек здесь начинает проводить сюда высшие аспекты и начинает ими как-то руководствоваться. Еще такой момент, который для меня, как для мастера, был крайне интересным, это то, что в своем подавляющем большинстве пробужденные, которые вышли со мной на связь, чувствуют себя в этом процессе как бы исполнителями чужой воли, исполнителями воли своих высших аспектов. То есть ситуация такая, что где-то на других планах, на других плотностях есть некое большое что-то, которое отправляет человеку сюда, каким-то образом, у каждого там по-своему, отправляют некие сигналы. Сигналы, как быть, как действовать, как жить, что делать. И человек здесь берет эти сигналы под козырек и, собственно, как бы их исполняет, их действует согласно тому чувствованию, видению, знанию, в каким образом эти сигналы к нему приходят, знаки ли или еще что-то, и, соответственно, вот таким образом действуют. Как правило, люди, которые считают себя осознанными, пребывают вот в этом состоянии, что они находятся под руководством высших сил. И здесь как бы из маленького человека исполняют. Для меня, как для мастера, это состояние немножко странное, потому что от состояния исполнения воли своих высших аспектов до состояния быть здесь, в теле, с собой, как высшими аспектами, всего лишь полшага. Но почему-то эти полшага никто сам для себя не старается сделать. В итоге в поле распространено мнение, что можно быть проводником своих высших аспектов. То есть быть тем, кто исполняет. Что само по себе достаточно неплохо. Осознанность в этом вопросе, осознание своей связи с высшими аспектами, исследование тем сигналам, которые поступают от высших аспектов, это большой результат, это большая победа для самого себя в своем внутреннем процессе. И здесь можно говорить как бы о степени пробужденности, если это уместно, потому что то, насколько человек следует своим сигналам от высших аспектов, как бы и формирует качество его пути, и скорость его пути, и скорость его развития и движения. Ведь мало только слышать то, что как бы говорит тебе твое высшее Я, твои высшие аспекты.
важно еще и действовать. Поэтому под пробуждением я бы понимал не только осознание связи со своими высшими аспектами, то есть не только прием этого сигнала, но и исследование этому сигналу, действие из того, что как бы от высших аспектов сюда, в человеческую структуру, в человеческое сознание приходит. Ну и, конечно, в этом вопросе с пробуждением есть момент ведомости, который довольно сильно дрожит, и о нем нужно тоже немножко рассказать. Здесь можно говорить о стадиях пробуждения. На первой стадии человек отдает себе отчет, что есть связь с высшими аспектами, и эта связь, по этой связи, вернее, в его структуру проходят сигналы о том, как ему действовать, что ему делать, куда держать путь, каким образом здесь быть. И человек начинает к этим сигналам прислушиваться и действовать в соответствии с ними. Процесс происходит таким образом, что процесс происходит через доверие. Чем больше человек доверяет тому, что он чувствует внутри себя, тем сигналам от высших аспектов, которые ему идут, тем больше эти сигналы в него проходят. Тем самым он расширяет свою связь со своими высшими аспектами. На этом пути у человека происходит стадия, когда он начинает потихонечку сливаться со своими высшими аспектами. Он начинает отдавать себе отчет в том, что высшие аспекты, что высшее я, его, тот, кто им руководит с более тонких планов, это и есть он сам. Когда у человека начинают пролетать эти, скажем так, энергопакеты в его структуре, человек начинает к ним прислушиваться, ситуация внутренняя у человека меняется кардинальным образом. Если он начинает доверять этим сигналам, начинает стараться, пробовать сливаться со своими высшими аспектами и уходить в осознание, в чувствование того, что он и есть эти высшие аспекты, а его тело здесь, его жизнь здесь, его человеческое сознание здесь является продолжением того, кем он является на самом деле, с этого момента можно говорить, что человек переходит в другую стадию пробуждения, когда он выходит в процесс как бы присутствия себя здесь своими высшими аспектами. Он начинает потихонечку, начинает сливаться, начинает себя вспоминать тем, кем он является. Сначала высшим я, потом душой, а потом уже, собственно, абсолютом, кем мы являемся, каждый в своем итоге. Здесь важный момент, что пока человек чувствует себя ведомым, чувствует себя тем, кто исполняет приказы своего высшего я, процесс как бы собственного пути, он не переваливает критическую точку. Критической точкой является момент, когда человек начинает отдавать себе отчет, что он сам отдает себе сигналы, что он сам отправляет себе все внешние триггеры, что он сам формирует все ситуации в своей внешней жизни и сам формирует себе весь тот путь, через который он идет своим маленьким человеком, вот здесь, прям в материи. Это точка кардинальная, это точка, через которую человек начинает постепенно брать ответственность за свою жизнь в том как бы ключе глубинном, о котором как бы идет речь, когда начинают говорить про состояние там игрока, состояние творца своей жизни и вот этого всего. Это не вопрос достижений здесь в физике, это вопрос в глубине осознания и в первую очередь чувствования положения вещей, как оно все устроено на самом деле. Этот процесс происходит через доверие своим высшим аспектам и через постепенное с ними слияние. Когда человек начинает сливаться со своим высшим я, он начинает осознавать, что он не исполняет чужую волю, что он сам и есть эта воля, что он сам действует. И в процессе своего пути, в процессе обретения навыка, слияния с высшими аспектами, в процессе излечения своих состояний, болевых искажений, всего, что здесь в структуру человека, в его судьбу так или иначе напихано, человек начинает своей судьбой как бы рулить сам. Он перестает исполнять чужую волю, он перестает прислушиваться, он перестает быть ведомым, он начинает быть тем, кто идет. И эта точка, наверное, важнейшая на пути каждого существа, обретение собственной вот этой внутренней независимости, собственной как бы стабильности, обретение опоры на самого себя. У каждого это происходит в свой момент,
Но тем не менее, эта точка, она будет пройдена у всех, кто со своими аспектами, кто со своими высшими аспектами начал сливаться. Потому что именно ради этого, что называется, все и затевается. Наверное, про пробуждение здесь все. Дальше можно говорить уже о процессе просветления, о термине просветления. И к нему-то мы и перейдем. Итак, про просветление. Мы в своей работе этот термин не используем вообще. Хотя в коллективном поле он есть. И под ним подразумевается что-то слабодосягаемое, что-то непонятное, что-то за гранью законов этого физического мира, что просветленный человек – это тот, кто вышел за все возможные пределы, и здесь пребывает только, формой, что-то вроде этого. Здесь интересно, что когда я гуглил термин просветление, я нашел, что оказывается термин пробуждение и термин просветление – это синонимы, которые пошли от буддийского бодхи, бодхического сознания. И два термина в коллективном поле расползлось из-за того, что в разных переводах по-разному называли одно и то же состояние. Это интересный момент, причем это нестыковка терминов обнаруживается уже на первой странице Гугла, поисковой выдачи. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что можно было бы называть просветлением, если бы этот термин мы в своей работе бы использовали. Когда человек пробужден, когда человек научился со своими высшими аспектами сливаться, надо понимать, что это процесс, что это не то, что ты слился один раз, осознал себя, я и есть высшее я, и теперь круглосуточно ты одним щелчком живешь через это состояние в течение всей своей жизни. Это не так. Это процесс ежедневный, процесс постоянный, который является фактически обретением навыка проведения сюда, в себя, того большого, кем каждый из нас является. Себя как высшим я, себя как души. И в какой-то момент это слияние с высшими аспектами, обретает такое свойство, что человек не пытается отсюда, из тела, добраться до своих высших аспектов и с ними слиться, а включается процесс обратный, что он с высших аспектов сюда в тело длится, продолжается. Он продолжается своей силой, своей энергией, своим знанием, своим всем собой сюда продолжается, встречая на своем пути разные искажения, разные блоки, препятствия, и постепенно в своей практике их растворяя, их из своей жизни убирая. И этот процесс дления, продолжения себя, того, кто я есть, сюда в тело, и его степень, сколько раз и сколько времени в течение дня ты чувствуешь себя тем, кем ты являешься, в пространстве абсолюта, наверное, это и можно было бы назвать просветлением, когда ты чувствуешь, кто ты всегда, когда ты чувствуешь и знаешь всем собой, как все устроено на самом деле, когда для тебя это не вопрос и не проблема. Чувствуешь себя здесь все больше и больше своими высшими аспектами и действуешь здесь не как человек, действуешь здесь как душа, как высшее я, как то, кем ты являешься. И это степени просветления, если можно так сказать, чем сильнее это у тебя здесь получается, тем, соответственно, лучший результат. И постепенно ты сливаешься с тем, кем ты являешься, и проводишь себя сюда все больше и больше, все больше и больше. И в итоге то, что здесь ты себя считаешь как человек, уходит на второй, третий, пятый план. Ты перестаешь здесь себя чувствовать человеком. Ты начинаешь чувствовать себя здесь тем, кем ты являешься. Начинаешь чувствовать себя здесь душой. Начинаешь чувствовать себя высшим я. И в итоге
все больше и больше подходишь к тому, чтобы почувствовать себя тем, кем ты являешься в самом конечном итоге, почувствовать себя абсолютом, той частью, тем зерном сознания, тем кусочком, осколком абсолюта, той искрой света, как угодно это можно называть, частью абсолюта, абсолютом, проявленным здесь в физическом теле, той единой частицей сознания, той единой энергии, из которой соткано здесь все сущее. Наверное, вот это я бы назвал просветлением. Вот и еще один момент про просветление. Можно было бы сказать, что просветление — это единство. Просветление — это не убийство личности, не убийство эго, это не там какой-то разлом структуры. Это ощущение единства, когда от плана абсолюта до физического тела, до каждого кончика пальца ты чувствуешь себя единым целым, единым большим существом, одним большим продолжением всего, как всей единой вселенной, всего бытия, всего абсолюта. И степень, если мы говорим о степени просветления, то степень просветления, наверное, это и есть то, насколько ты чувствуешь себя единым целым на каждом плане. На плане своего физического тела, на плане ментального тела, на плане астрального, энергетического, высшего я, души и всего остального. Насколько ты на каждом плане цельное, единое существо, насколько ты чувствуешь это всем собой. Внимательный зритель мог заметить, что каждый из рассмотренных сегодня терминов не предполагает ограниченности. Осознанность предполагает степени осознанности, степени самонаблюдения себя. Пробуждение предполагает степени проведения сюда своих высших аспектов и степени слияния с ними. И просветление, как некий финальный, что ли, штрих, тоже не предполагает собой ограниченности. Каждый из этих локальных процессов является продолжением друг друга. Все это процесс, единый процесс проведения себя большого сюда в физическое тело. Если вы занимаетесь самонаблюдением, если вы отслеживаете сначала свои действия, сначала свои реакции, а потом свои мысли, эмоции, и потихоньку переходите к отслеживанию своих чувств и состояний, следующий шаг для вас — это ваше пробуждение. Это открытие вашего сердца, обретение опоры на самого себя, сначала здесь, в своей структуре. Это обретение навыка доверия своим чувствам, обретение навыка действий своих чувств, обретение навыка восприятия своих высших аспектов внутри своего сердца. После этого идет процесс пробуждения как бы непосредственный, когда между вами здесь в сердце и вами, тем, кто является, тем, что называется высшее я, выстраивается четкая линия, четкий канал связи, энергетический, информационный. И по этому каналу связи проходят чистые сигналы, которые вы можете воспринимать и из них действовать здесь. Степень того, как вы воспринимаете эти сигналы, насколько это чисто происходит для вас, насколько чисто вы можете провести те импульсы, которые приходят от высших аспектов сюда, в вашу физическую жизнь, определяет степень вашей пробужденности. Вслед за этим идет следующий процесс, когда вы потихоньку начинаете сливаться со своими высшими аспектами, узнаете в них себя, вспоминаете себя большого и вспоминаете, что вы всегда и были этим существом, вот этим большим существом, что у вас бесконечное количество воплощений, у вас бесконечное количество жизней, у вас появляется знание, чувствование, непосредственное чувствование того, как здесь все устроено, что кто на самом деле рулит этим всем. Вы потихонечку переезжаете в ощущение, что я и есть высшее я и есть тот, кто живет эту жизнь. Не маленький человек, пребывающий в своих иллюзиях, в своих программах личностных и всем остальном, в своей маленькой унылой жизни, а большое существо, которое пришло сюда со своими задачами, со своими целями, за своим опытом.
Вы потихоньку сливаетесь с этим большим существом, с самим собой, вспоминаете себя большим здесь, в теле, и начинаете из этого жить. С этого момента вы уже переходите на как бы следующий этап, на этап уже просветления, когда вы начинаете тянуться сквозь свои высшие аспекты к тому источнику, из которого мы все происходим. Вы начинаете проводить все тоньше и тоньше сюда, все больше и больше, все чище и чище. И потихонечку ваша личность, то, что здесь называется там эго или личность, все вот эти установки, там всякие искажения, потихонечку сама начинает растворяться в этом потоке, потому что вы больше не являетесь личностью, вам в ней перестает быть просто интересно. Вы становитесь тем, кто вы есть, и вы начинаете жить тем, кто вы есть. Жить здесь, прямо в теле. Вы начинаете из высших аспектов пить кофе, начинаете ходить на работу, начинаете разговаривать со своими близкими, начинаете вести себя так, как вы хотите, из высших аспектов. И с этого момента вы можете говорить, что вы просветленное существо. Но когда вы доходите до этих стадий, уже на стадии пробуждения, вам перестает быть важно, пробужденный ли вы человек, просветленный ли вы человек, и как это называется. Вы просто тот, кто вы есть, вы проводите себя сюда, это круто и кайфово. И единственное, что вы хотите, когда вы это почувствуете, это проводить себя сюда больше, и больше, и больше, и чище, и как можно дольше, и, в общем-то, всегда. И это то, к чему мы все идем, и это то, к чему мы ведем своих клиентов, то, через что мы идем сами, в той степени, в которой мы это сами уже обрели. Собственно, про пробуждение, осознанность, просветление, наверное, все. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались. Спрашивайте вопросы в комментариях. На самые интересные вопросы мы запишем видео или просто вам ответим. Мы любим вопросы и любим на них отвечать. Наверное, и все. Хорошего дня и удачной практики.